Сейчас где эта захваченная территория? В составе Украины находится. Ну так вот. Что так вот? Ну так в составе Украины, но не в составе Советского А Союза. какая разница? Советского Союза, во-первых, уже нету. Во-вторых, это никак не исключает того, что Советский Союз был агрессором и оккупантом. Преемник-то кто Чего? Советского Союза? Ну давайте, а Советский Союз нападал на кого-то? Нет, ни на кого. На Польшу не нападал, на Финляндию не Нет. нападал, да? Не было такого? Здравствуйте. Здравствуйте. Куда вы, о чем общаетесь? Обо всем, кроме. Кроме чего? Кроме. Ага. Да я тоже, наверное, не буду на это общаться. Давайте о войне поговорим, политике, истории. О войне. Угу. США, Иран, США, Израиль. Давайте. Кто победит? Кто победит? С большей долей вероятностью Иран. Ну, по теории относительности все может быть. Ну, не по теории относительности, а исходя из объективной реальности. Без сухопутной войны вряд ли что-то можно будет изменить в Иране, а сухопутная война будет утопия для Соединенных Штатов Америки. Что, в Ормутском проливе утонут все? Да причем Тормузский пролив? Иран довольно-таки географически тяжелая страна, чтобы туда войти сухопутно, там довольно-таки длинные пустыни и много гор. Исходя из этого, я думаю, что армии будет неимоверно тяжело это все сделать. Хоть и опыт есть в Ираке, но я думаю, что по факту это будет очень большая проблема. Ирак и Иран вообще сравнивать сложно даже. Ну, понятное дело, Ирак меньше, значительно меньше. Нет, в Ираке они как быстренько обустроили это. С самолетов, вертолетов разбросали бабки, и все, вся армия сдалась. Ну, верхушка армии, а солдаты тем более. Ну, не знаю я такую историю о том, что там кто-то бабки раскидывал и этот. Но в Ираке как минимум было меньше вопросов религиозной вот этой вот догматики и всего остального. То есть тут же много фанатиков в Иране. Поэтому фанатики Ирана вряд ли там поведутся на бабки, с учетом того, что они и так неплохо живут, КСИР неплохо живет сам, они финансируются довольно-таки неплохо. Ну, согласен, но вот слово утопия — это когда ты какую-то мысль запускаешь, а тебе говорят, это утопия, ничего у тебя не выйдет. Вот и так же у американцев. С точки зрения того, что делает Трамп, я его в принципе понимаю. Может быть, мы его и во многих вещах не признаем и не понимаем, как он делает, но в целом, что он пытается сделать? Да, он пытается сейчас исключить возможность Ирана. Да, он это делает для своего интереса, он это делает для своих там галочек и своего там электората. Он попытался выйти просто, ну, ему рассказали сказку, что он довольно-таки быстро победит в этой войне. Но в целом он пытается сейчас нейтрализовать возможность одних больных прямо вот на голову фанатиков иметь ядерное оружие. Потому что если взять Ким Чен Ына, ну, ему применение ядерное оружие не с руки. Потому что Ким Чен Ын кайфует, он не фанатик, он живет для себя. Он наслаждается жизнью, у него есть целая страна подчиненных, которые делают все, что он хочет. Путин тоже хочет жить, он тоже как бы не фанатик. А вот Иран со своими руководителями, они фанатики. И они за то, чтобы во имя Аллаха готовы распанахать хоть весь мир. Им все равно, ну абсолютно все равно. И они это притянут к какому-нибудь там суре в Коране и скажут, вот тут было написано, что мы начнем там избавлять мир от грязи и всего остального. И оно будет у них объективно понятно, почему они это сделали. Потому что там Иран это же праворадикальный ислам такой. Вот. И я думаю, что с точки зрения действий, как бы я ни относился к Трампу и не считал в данном контексте, он делает правильно.
Все просто зависит от того, чем это все завершится. Хотя бы если он исключит возможность Ирана иметь ядерное оружие, ну, он молодец, окей. Исключит возможность. А почему он не исключил Израиль? Почему он тот же который заимел ядерное, почему не исключил-то? А к Ирану привязался. Ну, почему? Потому что Ким Чен Ын, во-первых, это протекторат Китая. И это все прекрасно знают. Ким Чен Ын и КНДР это в целом, это же считается первый щит Китая со стороны Соединенных Штатов Америки. И все прекрасно знают, что если Трамп залезет туда, он попытался в первой своей каденции, он же там кричал о том, что я договорюсь с Ким Чен Ыном. Свои авианосцы туда подводил, показывал. Да, но он понты колотит очень часто. Это такая же самая история, как с ядерными бомбардировщиками, которые летели в сторону Ирана. Это все понты. Но он рассказывал о том, что он договорится с Ким Чен Ыном, потому что он думал, что у него вообще это в целом хотя бы как-то выйдет, и что Ким Чен Ыну это интересно. Оказалось, что нет, Ким Чен Ыну это абсолютно неинтересно. Ким Чен Ын себе построил внешнего врага, и этот внешний враг, в принципе, по сегодняшний день является основной идеологией существования Ким Чен Ына, потому что все сплотились вокруг одного правителя против врагов всего мира, которые вот хотят разрушить вот эту КНДР. Такая же самая история, как в России. Все сплотились вокруг Путина, потому что Путина хотят там, Россию точнее, все хотят захватить. Правда, никто об этом не в курсе, но вот все что-то это хотят. Ну, как не в курсе? Как раз все в курсе. Ну, кто, например, в курсе? Когда вводят оружие, да. Отдают его Украине на халяву. Ну, все в курсе, все 32 страны. Угу. А вы слышали... Ой, давайте, вы мне пока ответите, да, я извиняюсь, перебил, и я сейчас пока найду вам. Вот искать не надо. Не, почему? Очень интересное. В голове пошебуршите. Я слушаю. Послушайте, вот это интервью немецкой учительницы 1946 года. Вот она, то, что рассказывали немцам во времена Второй мировой войны. Послушайте внимательно. Я не очень ею интересовался мой муж. Но поляки столько лет нас провоцировали. Германия должна была когда-нибудь ответить силой. Что еще раз? Один свист, я ничего не... Ну вот она говорит, я, говорит, не очень интересовалась политикой. Политикой интересовался мой муж. Но поляки с сейчас... Но, говорит, поляки нас, говорит, всегда провоцировали. И Германия должна была когда-то ответить. Германия должна была ответить силой. Она спрашивает у нее репортер, это, говорит, ваша мысль или вашего мужа? Да вы, говорит, у любого спросите. Ну и, наконец, эти англичане, англосаксы, да, они втянули Германию в войну. Эти трусливые англичане, спрашивает репортер. Да, так и есть. Англичане всегда нам завидовали. Им не нравилось, что мы укрепляемся. Фюрер много раз пытался заключить с Англией мир, но нет. А Франция всегда была нашим врагом, и мы их разбили. Быстрая победа, спрашивает репортер. Да, многие полагали, что фюрер нам послан судьбой, и ему все по силам. Затем кампания в России. Да, это была ошибка. Теперь все потеряно, спрашивает репортер. Да, это так. Гора собак настигла зайца. Свора. Бедная Германия. То есть вот она тоже сидит и рассказывает. Все вокруг винили, считали, что все хотят смерти Германии. Все всегда хотели захватить. Эти англосаксы, которые втянули Германию в войну, она прямо это говорит. По сути, вы сейчас мне процитировали ее же слова. Ничем не отличается. Слушай, вот мне интересно, на Германию кто-нибудь когда-нибудь нападал? На Англию? На Германию? Ну, конечно же, были войны, если мы берем давным-давно. Да не надо далеко, конечно. Вот 1900-00. То есть мы только с этого периода берем, да? Да. Ну, давайте,
А Советский Союз нападал на кого-то? Нет, ни на кого. На Польшу не нападал? На Финляндию не Ну, нападал, да? Не было такого? наши хотели помочь, Мгм, Польша не пропустила наши войска. мгм. И все, мы отстали. Куда Польша не пропустила войска? Ну, когда началась вся эта заварушка, С Польшей? да? То есть в Польше, Советский Союз хотел помочь Польше, а Польша не пропустила войска? Слушай, вот тут я, может, что-то путаю, но Может, вы путаете с э, Чехословакией? точно знаю, что польское государство наши войска не пропустило. Это 1938 год, это Чехословакия вопрос. Ну, может быть. Да, а в Польшу Советский Союз зашел 17 сентября, и посередине Польши Советский Союз вместе с Германией проводили совместный парад и подписали договор о дружбе и границе, где они разделили территорию Польши. В то время Советский Союз убил приблизительно 7 тысяч польских солдат во время боевых действий, которые происходили на территории Польши. Были взяты в плен от 200 до 300 тысяч поляков, и была захвачена территория Польши. И сейчас где эта захваченная территория? В составе Украины находится. Ну, так вот. Что так вот? Ну, так в составе Украины, но не в составе Советского А Союза. какая разница? Советского Союза, во-первых, уже нету. Во-вторых, это никак не исключает того, что Советский Союз был агрессором и оккупантом. Преемник-то кто Чего? Советского Союза? Вы преемники Советского Союза на своей территории, как и Украина на своей территории. У вас это даже в Конституции написано черным по белому, что вы преемник Советского Союза на своей территории. А царские долги кто выплачивал? Ой, Да. люблю эту тему, люблю. Давайте тоже почитаем про царские долги. Российская Федерация начала очень часто заявлять о том, что Россия является правопреемником долгов Российской империи, правильно? Правильно. Да, на это, вот я вам даже прочитаю новость, это tas.ru опубликовала. Название статьи, сейчас, секундочку, он откроется, я вам прочитаю. Ой, ладно, не надо мне. Да ну не уходите, очень забавная новость, вы чего, вам сейчас понравится. Вы заодно узнаете по поводу царских долгов, которые у вас рассказывают в вашей Российской Федерации. Смотрите, вот она статья, вот ТАСС, чтобы вы не думали, что я вас обманываю, смотрите. Вот это tas.ru, а название статьи «Минфин не согласился, что у РФ есть обязательства по выплатам царских долгов». Читаю. Ну, Минфин это еще ничто. Министерство финансов Российской Федерации это ничто? Нет, конечно, есть повыше люди. А кто? В вопросе долгов кто должен отвечать, кроме Минфина? Государство. А Минфин не государство? А глава Минфин в государстве. Так глава тоже в государстве. Нет, он над государством. С какого перепуга? Вы знаете, что такое государство? А кто у нас верховный главнокомандующий? А как это тоже государство, верховный главный. Вы знаете, что такое государство? Значение слова государство? Ну, правитель-то кто? Не, еще раз, вы знаете, кто такой? У вас царь, правильно я понимаю? Правитель. Еще раз, у вас царь? Президент у нас. Так если у вас президент, то президент никаким образом не может влиять на Минфин. У вас Минфин отдельно, а президент отдельно. Как это? По Конституции России. Ну, смотрите, как, например, суды. Суды в Российской Федерации являются независимыми органами. Президент не может влиять на суд, потому что судебная ветка власти, она отдельная. Отдельная, как и церковь. Правильно ты Ну, говоришь. так вот то же самое с Минфином. Нет, Минфин тут. Ай, боже, как же вы рабы, живете как рабы, и все. У нас, говорит, есть царь. Ну, вы говорите правитель, царь, да? То есть правителя называете. Президент, я сказал. Президент имеет исключительно такую, как представительскую, свою суть, да? То есть он представляет государство внутри страны и за пределами. Это вот у вас где-то там на Западе есть царевна-лягушка, вот она представительская, а у нас нет. У вас царь, я правильно же понимаю? Нет, А вы готовы за Путина жизнь отдать?
Хоть две. Хоть две. Тогда такой вопрос. Смотрите, вы идете по лесу, по полю вместе с Путиным, разговариваете с ним, у вас серьезная беседа. И тут выползает змея и кусает Путина. Яд. Слушай, я... Ответьте на вопрос. Подожди, я Шойгу с собой возьму. Ну, ответьте на вопрос. Нет, вы вдвоем идете только. Да, а Шойгу подглядывает. Еще раз, вы идете только вдвоем или нет? Все, уже не готов? Уже не готов жизнь отдавать, да, за Путина? Я не такой язвительный человек, чтобы что-то производить. Так ты, получается, не готов за него жизнь отдавать, да? А ничего не получается. Все. Ладно, мне с тобой, в принципе, дальше разговаривать не пробка. Дорогу за русским военным кораблем найдешь? Шоу вон. Нет,